Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Dying Light 2. Значит, недавно тут вышел на днях патч, правит какие-то ошибки там и так далее. В общем, давай посмотрим, насколько он действительно все исправил и так далее. В общем, по сюжету будем идти, продолжать будем идти по сюжету. Гнались за каким-то мужиком на церкви, насколько я помню. Не знаю, давненько не играл просто. Ладно, поехали. Я вот туда. Я так понимаю, на самый верх. Ну, пойдем. Тихо. Держаться. Чувак, ну а что? По козырьку прям ровненько не пройти. Забрался. 45 метров. Угу. Ну, ясно. Достаньте синий модуль из башни собора. Я достанем. Может посмотреть тут что? А вдруг что-то есть? Ломанем сейчас ящичек, что же нет-то? Я зря отмычки крафтить. А где-то вот в этой стороне. Ясно. Да. Почти. Так. Нет. Да почти же, ну. Примерно вот так. Здрасте. Здрасте, приехали. Мука. Бабка сейчас у нас в магазинах муку скупает, а она вон по ящикам лежит. Я так понимаю, мне еще выше, да? Ой. Походу надо выходить. Нашел сюда, давай сюда тогда. Серьезно? Чё не зацепился-то? Негодяй. Садится, да. Понятно. Идиот вообще. Зашибись, еще и ночь наступила, пока я тут умирал. Ничего. Блин. Серьезно? Что-то... Я походу разучился играть просто. Почти месяц, наверное, да, не играл. Руки, наверное, атрофировались. mr.тостер. Давно не играл, парень забыл, как паркурить. Я говорю, руки атрофировались, он, короче, это... Инвалидом сделался. Огромное здание. Ну, те, кто его строил, верили, что они так будут ближе к Богу. Но когда началась эпидемия, это никого не спасло. Почему ты убил миротворцев? Я никого не убивал. И я защищался от тех, кто хотел меня ограбить. Ты разве не делал бы то же, если бы вломились в твой дом? Не знаю. У меня нет дома. Нет у нас подушки, нет и одеял. Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало. А сика-то поджимается, пока ты тут прыгаешь по этим, как по высоте. Я вот сам не фанат высоты стал после того, как кровельщиком поработал. Так, какие-то там навыки, что-то качнуть, наверное, можно, да? Есть за хрень. О,
Давай стенки. Соедините тик-таки или бег по стенам в более сложные элементы. Ну ебать, прям принц Персия додавай. Коник. Сейчас как будем бегать. По стенкам. Так, фонарик. Серьезно? На колокол? А походу, да. Вечерний звон. Бом. Бом. Вечерний звон. Да давайте долети хотя бы. Чпок. Пиздец, какой трудный подъем. Согласен, мужик. Чудесно, да? Шедевр Вообще, архитектуры, чумовая икона штука. достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему. Как Тихо, тихо, тихо. Что-то он суетится вообще на одном месте. Ну все, залезай. Что на... какую-то штучку. По идее, на такой высоте меня вообще должно немножко подштармливать от ветра. Типа есть такие вещи, как в физике, как угол качения там и так далее. Но вообще по барабану. Не ветерок, ничего. Аренц и так сойдет. Что там? Изменить. Можно просто удерживать. А я тут долблю по кнопке. Взять. Нашел. Молодец! Вижу, тебя трудно обескуражить. Я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся. То есть, короче, я в такую даль, на такую высоту, дерется за какой-то маленькой петушкой. Вы серьезно? Зачем? Того, что нигде не найти. Ну и чё, как теперь слезать отсюда? Случайно повозочки нету сена? Это всегда удивляло, как ассасины прыгают. С такой высоты в одну тонкую повозку, его просто от массы должно эту повозку пробить насквозь и заодно расплющить этого чувака. Что правда делать? Как слезть? Значит, залезть я залез. Всегда вот мне говорили, прежде чем залезать на дерево, подумай, как ты с него будешь слезать. Тут, видимо, не так просто. Так. Как Бог повезет. Пока везет. Так, давай-ка еще прокрутим. Еще ползи по колоколу. Не скользит вообще по барабану. Мне надо эти липучки какие-нибудь на руках. У меня бы просто руки бы вспотели давным-давно. Идиот, нахер прыгнул. У меня в руки давно вспотели, он бы просто соскользнул бы с колокола этого ссаного и выбил бы себе зубы сначала в ступеньки, а потом жопу бы отбил. Все. Ну, залезай. Бля, он что, действительно не может просто по козырьку пробежать? То есть по крышам, по всякой херне он лазит, а по обычному козырьку он пробежать не может? Он что, тупой просто? Не знаю. Что у него с вестибуляркой именно на этом козырьке творится? Почему его носит в разные стороны?
Сопротивляемость низкая. Подождите, мне бы хотя бы слезть. Хоть как-то. Загнали в какую-то, значит, пизду. Еще и предъявляет то, что ночь наступила. Тихо. Как он так вертикально? Как он так вертикально? Точнее, не вертикально, а в бок скользит по крыше. У меня что, блядь, на ногах колесики? Хлоп в одну, хлоп в другую. Он как у тумбочки, короче, на ногах колесики маленькие есть. Феноменальная херня вообще. Низкий уровень иммунитета. Ну точно. Не, ну с такой высоты грохнуться у меня не только иммунитета. Там как бы низкий уровень ребер, по-моему, будет. Да ну, он подохнет же. Надо что-то более безопасное найти. Ну-ка, чё? Может, что на голову чуваку приземлиться? Блин, ну как-то вообще тут очень все неудобно делать. Да пошли вы в очко, короче. Буду я тут носиться. Угу, возродиться. МР.Тостер. Низкое содержание йодера в организме. Во. А можно было просто вот по этому козырьку, блин, пройти, а я тут бегаю. Мозги себе делаю. Содержание низкое мозга в организме. И все. Нашел? Семен Хорошо. Семенович. Подожди минутку. Это такой калькулятор какой-то он ему дал. С проводками. Микрокалькулятор. Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Ты мало что можешь мне Нет. предложить. Стоп. Что? Я Не желаете продажной любви? живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? Да. 5 бутылок самогона? Абсолютно Сюрприз в дырочку. том, что я сделал это за твою дружбу. Мне не нужны друзья, я польщен. Ну ладно, я польщен. Но было бы прикольно ответить то, что мы не друзья. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Тогда может наебнуться Ты квестовая обошел линия мои какая-нибудь. ловушки, справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. И спасибо. Да если этот самотык с татуировкой вы... Только что чуть не опиздюлился там наверху, на этой башне. А потом говорит это... Что ты мне можешь предложить? Скажи спасибо, что вообще не завалил просто, элементарно. Давай до утра спать. Не хочу носиться в этом обезьяннике. Ку-ку. Привет, я родился. Паркур 0 хп, ой хп. В смысле? Я же это... Я ж тут героически по крышам скакал. 10 метров куда-то надо вниз спустить. Что сделать? А, подожди. Нет. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты Опять на этот сраный козырек он Этот вышел. тип живет в каком-то... У него, блядь, что, мания? Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль. Приходи ко мне на корабль. Так, карта. О, Пердоли то не ближний свет. Добежим. Как с этой херней-то слезть вообще, я не знаю.
подожди. Быстрое перемещение же есть. Что-то тут только что написали. Нет. Поближе, может. Так. Я забыл, как перемещаться, если я вообще это делал когда-то. О, быстрое перемещение нашлось. Как замутим 508 миссий в секунду. Правда же? Че носиться тут? Тудом-сюда. 49 метров. Вот сюда. Айтер все еще в коме. Боюсь, бедняга не выживет. Я уже забыл, кого тут как зовут. Айтер. Кто такой Айтер? Хер его знает. По-моему, чел с кассетами, если я не ошибаюсь. Не, ну кто этот корабль проектировал, нужно гвоздь в голову забить. Ты чё, машешь, обезьяна? Не подвергай опасности эту территорию. Какие-то орангутаны вообще. Корабль крайне важен для нашей В лесу за решеткой. Сегодня не слишком оживленно. В такую погоду никто не торопится. Какого черта? Ты что? Ты чё, халяву раздает? Чё вы все толпой Капрал тут Билчик встали? попросил. Я не могла ему отказать. Они, походу, за бабки по лысине и стучат. Похоже, он писал это во время приступа. Не, серьезно, просто за фракцию миротворцев можно уже отказываться играть просто потому, что тут у них хаб этот полная параша вообще. Когда я вырасту, я Вы хочу там видеть трешаке тебя, носиться, а это не себя не на уважает. корабле. По-моему, я пришел. Вернулся. Здорово, ёп. Вот, работает. Тише. Иногда и у стен есть уши. Ты знаешь, что это, Эйден? Воздух Питера? Похоже Я на... видел такие консервные банки. Гранулы, картечь. Диос К-300. Это яйца, Эйден. Мелкие Маринованные? ловятся цыплятки. Это рыбьи яйца. Белужьи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Говорят, это единственная настоящая икра в мире. Просто тает. Подожди, разве биологи откладывают яйца? Если я не ошибаюсь, то они, по-моему, живородящие. Ладно. На языке. Почувствуй вкус темных волн глубокого моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей и прекрасных ощущений. Классных парней и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Ща их Они убивают захавают. ради будущего и Будет забывают о ништяк. настоящем. Они? Прежде всего, майор Мэтт. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Я позаботился о лампах. Мэтт не сказал тебе, зачем ему лампы там, где еще нет МР.Тостер. электричества? Они икру метут. И как он Мечет. собирается все провернуть? Метут. Вот Как о чем листья я нахуй. Свяжись с ним. С вениками стоят Скажи, и что метут лампы икру. будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы и ждут тебя. Я понял, Эйден. Молодец. Понял, принял. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. План немного погавкал на меня, но я с этим справился. Как мы захватим телецентр без электричества? Ну давай, наверное, про насущные вопросы будем спрашивать. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Ха. Хуан просто несет чушь. Не Ланчега. волнуйся. Понятно, надо было все равно то выбирать. Хуан погавкал на меня, но я разобрался. Хороший подход. К бешеным псам лучше не подходи слишком близко, а иногда их проще пристрелить. Эйден,
Нам нужно встретиться и поговорить о том, как заполучить эту антенну. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Как видишь, Джек любит отдавать приказы. Держи под рукой А вы свою душить рацию. любите Скоро тебе той сообщат. болтовней. Я Задолбал. буду на связи. Доложите об испытании. Сходите сюда. Поговорите с этим. А может быть вот с этим. А может еще что-то нужно сделать. Дождитесь вызова Мэтта. Навыки сами по себе качают. Прыгайте сразу после крушения и получайте возможность выполнить еще одну воздушную атаку. Быстро расправляйтесь с врагами, не подозревающими об опасности. Это типа стелса, да? Да похер, в принципе, что качать. Без разницы вообще. Так сойдет. Один хер как бы все выносятся без проблем. Так, я, по-моему, как-то вот отсюда пришел. У них ничего Мне кажется, надо отсюда выйти. Мне так кажется, надо отсюда выйти, а потом это... Работает рация, и он должен либо покемарить еще. Когда-то же он должен позвонить. Либо сейчас в открытый мир выбегу и попробую взять какое-нибудь задание. Карту может открыть, не знаю. Здрасте. Так, и чё? А, сюжеток нет. Как хотите. Я так понимаю, это какие-то гнилые болота. Сюда можно ломать? И поспать. Вот, я просто пробегу. Куда-нибудь. Так, дождитесь вызова Мэтта. Первый, пойдем куда-нибудь. Просто вперед. Ей никаких пусть звонит. Говно молились. Говно молились. Метро. Ну и чё? Он будет звонить-то, нет? Что-то какое-то вырисовалось. Синенькое задание. Пойдем на него хотя бы. Здорово. Причем эти чуваки в любом случае глушат, где бы ты ни находился. Все равно тебя положат на лопатки. Вот. Он по своим долбанул, мне заодно урод. Ты, блядь, брось камень, ты идиот. Где он вообще?
мне спиной стоит, ну как он может дамажить? Что за хрень вообще? Так. Где это чмо? Там, по-моему, зомби в потолок куда-то улетел. Я не особо заметил, но видел, что что-то, кто-то или что-то побежал на этот, как, на потолок. Да, значит, отвыкли немного от этой чмошной боевки. Когда ты 50% ударов просто куда-то в сторону лупишь. Ну и чё? Что еще тут найдет? Парфюм, уникальный трофей зараженного. Что такие делают у здоровенного мужика? Зараженный был качок, интересно. Рядом контейнер с ингибиторами. Пошла ты в очко. Контейнер, говорит, с ингибиторами. Да, ну тут их не найдешь. Теории Хайдеггера постоянно. Хотя, ну-ка, ну-ка. Вот. Станция метро. Можно использовать для быстрого перемещения, но сейчас все станции захвачены зараженными и бандитами. Ясно, понятно? Чтобы запустить электростанцию, необходимо включить главный выключатель в электрощитовой. Остерегайтесь, на пути будут враги. Вам придется либо убить их, либо обойти стороной. Иногда электроэнергия внутри станции отсутствует. В этом случае вам предстоит найти и запустить запасные генераторы в помещении с генератором. Короче, заходите к нам на станцию, только у нас у нас ничего не работает. Рядом контейнер с ингибиторами. Чтобы заработало, ты должен побегать. Это позапускать еще. Дайте электричество. Сейчас как подам. Электричество. Давай, все сюда. Как вам такое? Дудки, педики. Когда, интересно, будут отрубленные конечности. А чё мне? А, точно, точно. Так, оружие. Ну, так пускай будет. Ты там накрафтил какую-то дичь вообще? Вещи. Вот так. А мы сюда что-нибудь запулим. Вот катана пойдет. Катание мы изменить. Ладно. Катание мы вот такие бафы. Понял. Ну, потом можно делать так тоже. Ок. Рукоять. Ужесточение какое-то. Тоже сойдет. Украшение какое-нибудь. Башка хищника будет. Приемлемо. Все. Лук вообще, по-моему, можно исключить.
Мы его заменим, наверное, что-нибудь таким. Лифтю. А вот это можно брать. Вот это мы поменяем на вот это. Топорик еще почти. По любасику. Чисто для разнообразия, пускай разный урон будет. Одно и то же. Кучно. Так, и вот эту палочку. На трёхку можно. Надеюсь, повесить украшение будет бесплатно. Так. Шманаем, ребят. Ведь у меня тут время на исходе. Где-то тут. Угу. Вон там челик серьезный. Даже 3 их, да? Ништяк, меня размотали. Понятно? Нихер тут делать. Эту ночь надо идти. По одному их как-то вытаскивать что-то вообще не вариант. И опять в этом метро? Серьезно? Нет, слушай. Энергия восстановлена. Сей факт переломит ход войны. Инженеры-миротворцы сейчас работают... Ну а что-нибудь прикупим у нее? Да-да-да, ценные вещи, да, продадим, что. А никак. Улучшить. Мне ничего не хватает. Приспособы, модификации. Блять, тут... Что тут модифицировать, я не понимаю. Ну это не видно же ни хера. Она перещелкивает куда-то вообще, куда-то не сюда. Оружие там. О, да, ни на что не хватает. До свидания, до свидания. Как можно уходить? Если понадоблюсь, я неподалеку. Что там, Мэтт собирается мне звонить? А то я так могу тут много умирать. Айтер все еще в коме. Боюсь, бедняга не выживет. Ты жижу долбанулся. С плаванием тут, конечно, вообще труба какая-то. Но... Он плавает так быстро, как будто у него ласты вообще. Тиандр, ты ли это? Надо что-нибудь придумать, куда-то бежать, а то так не очень. И так непривычно, что в игре пауза есть просто. После вот этих Dark Souls можно тупо поставить игру на паузу и, ну, не знаю, чем-нибудь заняться. Класс. Так, ну давай вот сюда хотя бы сходим. Какое-то место неизведанно, загадочно. Тихо. Так, кто-то орет, не убивайте.
Ну давай, как добрый самаритянин, я ему помогу, конечно. Вам ничего не угрожает. Просто дайте мне уйти. Че надо? Я в ухо долбанул. Понятно. Они, короче, со стрел, да, по-моему, лупят? Ясно, понятно. Куда меня вечно забрасывают, я не понимаю. Пошли нахуй, хочу другую точку. Бля, меня опять же сюда закинуло. Ну и чё, как мне с этого балкона? Куда мне прыгать? Стой. Вот, отсюда как-то можно выбраться. Я должен был вернуться вчера, но торговец... Идите в очко. Очень жаль. Почему ты смеешься? Ты все время о чем-то переживаешь. Так, вот тут можно спуститься. Ребятка, да. Хер знает, что должно произойти, просто... Что он не звонит этот мудак? Я уже готов сюжетные миссии все выполнять. Видимо, у него дела поважнее. Пошли вы в очко. Что-то мне сдается, да. Куда к поезду надо. Да. Да. Ой, я опять на земле. Надо по стене пробежаться, я так понял. Я последний бандит, которого ты поймал. Мои друзья с тобой придут. Вот как-то так. Отсюда. Повыше как-то забраться. Бля, ну такую мелочь даже неохота оружие тратить, честно. Понятно. Так, дельтаплан. Коль так не забраться, обойдем. Сейчас, кстати, можно попробовать покемарить. Может быть, спустя какое-то время этот урод позвонит. Я не знаю. Очнулся я ночью. У нас Сбудуна. скоро встреча в закусочной. Присоединяйся. Хорошо. Дождаться до утра. Мне нужно в какую-то закусочную, называется «На рыбий глаз». Стопанала она где-нибудь на краю земли. Да, и волки срать, ходить боятся. Не, чувак, я просто, типа... Бля, ночью бы побежал по-любому, бы такой кипиш уже создался. Главное бы человек 200 уже бы бежало, стопудово. Так, а не получается где-то там наверху.
Да, 46 метров. Так. Еще выше надо. О. Стопудово этой штукой надо воспользоваться. Контейнер с ингибиторами. Ну-ка, Высокое качество, низкие цены. торговать. Высоким качеством, низким ценам. Улучшить. А, ну я ж ничего не убивал. Прощайся в любое время. Да-да-да. Красивая. Вот ниже надо. Марта, почему у тебя река зеленая? Лида травий глаз, вот тут. Надо было с ноги открывать. А, ну я вспомнил, это бледюшник. Проститутошный. По следу. И сначала все разведай. И надейся, что тебя не поймают. Здорово, ты что, яйца держишь? Вот тебе Ты Эйден? позитив. А, Тебя ждут. Проходи, встреча в VIP-кабинете. Атмосфера дружеская. Прямо, блядь, как ужин на Рождество. сейчас будем разделывать индейку. Кем ты себя возомнил, лжец? Успокойся, Джек. Пока тебя не хватил удар. Этот план дерьмо? Предложи свой. Я предложу. Ничего не делать. Это гораздо проще. Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Какой Ого, мразь? Псы начали гавкать. Похоже, мне нужно лучше вести себя. Эй, остыньте. Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден, это чертежи телебашни. Дай-ка угадаю, мне нужно будет на нее забраться. Электричество, то сможем восстановить связь. Люди в городе узнают о нашем успехе и смогут прийти и помочь нам. Значит, вы Гениальный план, блядь. Надежный, как швейцарские часы. планировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов. Когда мясник увидит, насколько мы сильны, он отступит. И войны не будет. Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать. Например? Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район. Если ее запустить, мы сможем запитать... Дай-ка угадаю. Сначала нужно, короче, будет залезть на подстанцию, там потягать проводки разные, включить подстанцию им, потом добраться до телебашни, включить эту телебашню, и потом забраться на нее, и еще какой-нибудь рычажок повернуть, потому что, скорее всего, она будет не работать. Бинго, блин. телебашню. Мои люди уже идут туда. Ага. Первый шаг — обезопасить периметр вокруг телецентра. Мои люди займутся. Выдвигаюсь, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мы не подведем вас, сэр. Будем стараться. Тебя спрашивали Вершбовские. Шевели жопой, нас ждут. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами, я возьму нож и отрежу тебе хер! О, представляю, скольких раздавит горе. Заткнись! Мы не могли бы снова вернуться к плану? Спасибо. После того, как щенки Джека захватят вход, мои люди принесут лампы и обустроят форпост. А потом, если все пройдет гладко, а так определенно и будет, поскольку автор плана сам главнокомандующий. Нарываешься. Ты включишь лифты и поднимешься наверх. А на крыше ты подключишь передатчик к антенне. Понятно? Кажется, это опасно, понятно. Блять, естественно, Всему зданию понятно. будет подведено электричество, а люди Роу осветят периметр лампами. Но в любом случае опасно. Видишь, Хуан, вот так нужно выполнять приказы. Или идти Сэр, на я верную сэр. смерть. Но это не я рискую своей головой. Встретимся у телебашни. Нас ждет очень важный день. Да, великий день, чтобы умереть. По-моему, такой фильм есть с таким названием. Эйден, я слышала, что Джек и Хуан пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо. Жду у закусочной. С какой стороны-то? Говорит Слоан.
Ну, сейчас, естественно, нужно будет со всеми об этом хорошенько попиздеть. Очень похож на грешника. По 1000 Решил диалогов. отдохнуть от убийств и навестить меня? Просто пытаюсь уберечь тебя. Что хотят эти психи? Попросили меня забраться на телебашню. Что? Сукины дети. Знаешь, что это за место? Самое высокое здание в городе. Но я смогу. Ненавижу этих уродов. Роу, Мейер, они нормальные. Но Джек и Хуан Сейчас туда придется 10 лет всегда забираться. готовы ударить в спину. И я буду не один. Так. Все в порядке. Джек сказал, со мной будут миротворцы. А Джек случайно не сказал о тварях, что там живут? Я знаю, что это опасно, Луан. Но я должен. Слышала там такое, что никто никогда не видел. Точнее, чтобы видел и выжил при этом. Похоже, ты напугана. Ой, все, начинается вот это говно. Пошел. Заботливо, пошел Не ты. веришь? Но я пойду с Сам тобой. Эйден, вход на телецентр под нашим контролем. Ждем только тебя, лентяй. Эйден, ты там? Поговори с Фрэнком, Эйден. Пожалуйста, не делай этого. Эйден, ответь. Наверное, диалогов вот этих вот пустозвонных, блин, просто, я не знаю, гигов 10 просто. Катсцены отдельные. Я поднимусь на телебашню, ладно, я поговорю с Флэм. Да, я поднимусь на телебашню, Прости, задолбали. Но взамен Джек обещал найти бывших сотрудников ВГМ. Роу, всё. я иду. Ты, друг мой, суицидальный идиот. Ну, я другого от нее и не видел ответ. Рада знакомству. До свидания. А теперь вали нахер. Пошла нахер. Ну, прежде чем забраться на башню, надо сначала добраться, правильно? Сначала добежим, потом вокруг обойти, посмотреть, с какой стороны ее можно будет вот бежать к ней. Скорее всего, надо будет внутрь забираться. Чётенько, прям по курсу. Что-то не так. Я потерял связь с парнями на подстанции. Что происходит? Не знаю, но электричество отключилось. Часть моих парней уже в башне. Ты ближе всех. Проверишь? Ну, без геморроя это никак, Займусь. естественно. Выясните, что случилось на электрической подстанции. Я говорю то, что, ну, просто так прямой наводкой нельзя будет пройти миссию. Надо, естественно, отключить подстанцию. Запустить подстанцию. Всех там отмудохать. Блять. Но есть же мостики, да? Тут без геморроя никуда. Ну-ка, вот по этим штучкам можно будет забираться? По треугольнику. По-моему, нет. mr.тостер. Как эти беспомощные выжили без Эйдена вообще? Да, да. Просто вот, что они это... Что не задание, так вечно геморрой как. Как обычно, знаешь, ты избранный, там, вся херня. Без себя, короче. Без себя им свет не мил. Тихо, может быть тут? Ингибиторы, странные. По идее, по прохождении, во время прохождения миссий, тебе как бы наваливают достаточно этих ингибиторов.
Тебе наваливают достаточно. Серьезно, это Чтобы чувак? жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? Мы все желаем мира. А, нет. Вот он как этот. Как враждебный персонаж отметился. Да, забыл, что хотел сказать. Во время прохождения всех заданий, как бы, тебе наваливают достаточное количество этих ингибиторов, что других просто можно не искать. Так мне и надо. Как забраться тут? Вот, ништяк. Ништяк, но я, наверное, неправильно пошел. Должно быть что-то более очевидное. Да заткнись ты, гнида долбаная. У меня боевой настрой. Ну и чё я сюда залез? Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. Блядь. Здорово, солдатик. Банально вот в эту дверь надо войти. Нет. Надеюсь, Джек Мэтт разберется с погаными ренегатами. Не хотелось бы, чтобы от меня осталось лишь имя на мемориале. Это вот этих чуваков проблемы, я так понимаю. Продержаться и не заснуть. По-моему, у них все нормально. Кто-то вылупился. 5 дней патрулирования улиц. Шелочку. Тут у нас что? Слушай, ну этот как он ведет отметка куда-то вот прямо сюда, может быть лифты. Они же естественно не работают. Вы не подскажете, как пойти в библиотеку? Куда идти? Что делать-то? Не, ну явно не то. Ну-ка еще раз. Дневник. Я знаю, это вообще черт ногу сломит. Да. Рядом контейнер с ингибиторами. Как эта гнида стопиздила со своими ингибиторами? Почему ее просто нельзя отключить? Это нытье про ингибиторы просто всю игру, блядь. Так похуй на эти ингибиторы сраные вообще. Короче, в пизду надо выходить, по-моему, не сюда. Слушок, будто Мэтт устраивает тайные переговоры в столовой. Что-то намечается. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Может быть, что-то более очевидное происходит? Вы знаете, в обход как-то. Он с этой шляпы только скатывается. Типа мягкого приземления. Ну. Так, блядь. Да пиздец, сколько-то у меня здоровья. Говорит, низкий уровень. Так. Параплан. Может, как-то на параплане надо долететь.
Ну, он то вверх не летает, в общем, проблема. Какое здание? По-моему, это. Так, 150, 130 метров. Подожди, они мне что, точку изменили? Точно. Семен Семенович. Я ищу вход, а мне же надо сначала электростанцию эту дебильную запустить. У них же там геморрой. Мне надо искать, как туда забраться. Понятно. Ну, нет питания. И тут нет питания. Давай, наверное. Ну вот нахуя я должен тут бегать? Как-то странно вообще. Ну и что нет питания? Ладно, подожди. Вот сюда. Я вот эти штуки зажигал один раз. Да горит. Давай херянемся. Ходи по одному. Ну, по чуваку урон прошел. Бля, ну это пиздец. Сколько багов еще. По чуваку урон прошел, звук был. Персонаж только спустя там, не знаю, секунду 3, наверное, хоть как-то начал двигаться. Хоть далеко не бежать. Я вот что я говорю, то что половина ударов у тебя просто в воздух куда-то приходится. Что сшибает сильно стамину. Какая-то гнида просто взяла и добила, я не знаю, чем они там кидаются. Похуй дым, я буду биться. Идите сюда все. Сейчас ты поймешь, что я не шучу. Блять, ну там кто-то какой-то хуйней швыряется, я не знаю. Мне даже не видно, кто и откуда прилетает. Эйден, отряд еще в здании. Я на шипы напоролся свои же и сдох. Тут полно ренегатов, Роу. Но я с ними разберусь.
По-моему, они с боевкой что-то накосячили. Раньше она как-то по-другому была. Я тебя прикончу. От меня не уйдешь. Ну все, шутки. Роу, Да. я разобрался с ренегатами. Молодец, Эйден. Запусти подстанцию. Быстрее. Приемлемо. Все равно, мне кажется, они патчем боевку испортили как-то. Что-то как-то не то. Подожди. Если его лучше включить. Так, у нас, наверное, общага работает как раз от этого генератора. Давай вход искать. Или выход. mr.toaster. Тут вся игра испорчена. Ну, да, что-то есть такое. Что-то в этом есть. Многофункциональные генераторы. Чтобы восстановить энергосбережение, вам нужно подключить друг к другу правильные генераторы. Найдите работающий генератор, зеленый цвет, и запомните его номер. Например, 1. Взаимодействуйте с ним с помощью F, чтобы начать тянуть кабель. Объекты, которые можно запитать от многофункциональных генераторов, помечаются одним из номеров или символов, встречающихся на работном генераторе. Чтобы активировать электрическую станцию, необходимо подключить все генераторы, обозначенные цифрами. Генераторы с символами обеспечивают питание различных систем станции. Вуаля. Это дерьмо теперь можно юзать. Дай-ка угадай сюда. А. Тут А. Дальше. Вот подсказки. По идее, я должен запнуться за трос. Я пробегаю спокойно. Трос не колышется. Чувак ни обо что не задевается. Гениально. Так. Подожди. Да, может, наверху. Прям тут. О, блядь. Он должен автоматически начинать забираться на лестницу, но иногда он ее просто проскакивает. Она мимо него. Вдруг вот так соскальзывает. И все. Поэтому забраться элементарно на лестницу должен мимо раз 5 ее пробежать, и тогда он только зацепится. Как это? Нет питания. Тоже нет питания. Да, надо кабель тащить. Слушай, ну может быть с обратной стороны как-то пройти? Подожди. Там может быть наверху? Нет. Ну, я вот по этой штуке, у меня лифт откроется, это понятно. Так. А здесь открывается? Нет. Почему тогда эта кнопка была?
подсоединить кабель. Допустим. А он же не на выбор дается, правильно? Так, а что если, допустим, вот так сделать? Я, конечно, не электрик, но второй разряд есть. Чё и чё? Вот и вторая группа допуска. Та-ра-ра-рам, та-ра-ра-дам-там, та-ра-ра-ра-ра-ра-дам. Отсюда. Точнее, сюда надо что-то притянуть. Это лифт. Я что-то не пойму, тут получается две надо. Сначала А и Б вот этот геморрой решить, да? А потом где единица, а где двойка. Да, тоже кабель надо притащить. Откуда-то. Ну-ка. Лево направо, ну да, налево. По идее, я сейчас должен выползти где-то наверху, а может быть, в основном где-то в зале. С этого основного зала. Хотя нет, ни хера. Там у нас двойка горит. Эйден, я не хочу тебя торопить, но тащи туда свою жопу и запусти подстанцию. Мы ждем. Завали ты, ебалос. Не за что, псих. Ебанутый. Так. Надо сначала единицу найти, короче. Значит, она, наверное, наверху. Да? Ну, я посмотрю. Еще выше. Ну вот они головоломочками своими время тянут. Я вот чё. Пока только находятся то, к чему можно подсоединить, но ничего такого, от чего это подсоединять. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Это питание. Контейнер там, да? По стенке стоит. Погоди. Тут какая-то... А вот они, кабеля. 1С. Так. Теперь надо как-то добраться до единицы. А потом до буквы С. Допустим. Ну-ка, сейчас еще раз попробуем. Может быть, он до буквы. Подсоединить только кабель. Я уже забыл, где эта С находится. Это повыше. Вот там что-то такое горит.
подожди, это то, к чему подсоединять. Да заткнись ты нахер, задолбала. Так, так, так. Ну, может быть, может быть. Да, не долетит. Где эту штуку надо искать еще? Там почему-то еще двойка внизу. Для чего она? Ну ладно, хоть единицу нашел. Теперь надо С найти. Точно нет. Тогда, по идее, только на втором этаже что-то искать. На этой штуке я поднимался, давай на лестницу. Завали ты еблище свое. Так. Слушай, ну, мне кажется, тут они прям хотят, чтобы я прыгал. Скорее всего, по балконам. Ну, не факт. А, это уже все. Конечно. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Как ты туда запрыгнул? Ботиночки нашел. Ебануться. Тапки гнутся. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ну-ка. Куда он не долетает? Может, в самом генераторе что-то надо пошаманить? Нет. Соедините, говорит, два кабеля. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Больше всего хочется вот эту падлу ну просто удавить, которая мне говорит постоянно про эти контейнеры, что они с ингибиторами. Я думаю, она должна об этом сообщать, когда, допустим, ну, включаешь радар, допустим, вот, она должна чекать контейнер с ингибиторами. Все. Если ты этим радаром не пользуешься, то завалит свой мерзкий ебальник. Вот и все. Мне это надо будет доставать каждые 2 секунды. Так, походу надо куда-то по канализации этой проползти, точнее по вентиляции. Вправо, влево, блин, я не помню. Ну давай сюда. Возможно, она идет по кругу.
Кстати, она еще может идти наверх. Ну и чё? Я туда же, блядь, и вылез, да? Нет. Так, ну давай попробуем налево сейчас ползти. Все время. Там как-то дорога подольше шла. Я вообще куда-то упал вниз. Только так. Через жопу. Я должен, да, оказаться в каком-то таком помещении подобном. Чтобы она, это какое, ну, чтобы открыть и дотащить сразу же кабель. Нет. Помещение хорошее, но не то. Так. Я же тогда, интересно, оказался, что я прям полз долго по канализации. Ну, по вентиляции. Так вот. Исчезает кабель. Давай отсоединить. Потянуть. Он только 11 метров. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Она. Давай сюда. Быть? Нет. Что-то должно быть, или окошечко какое-то, или что-то в этом роде. Как-то можно на канат забраться. Ой. Если прямо вот оттуда, на окошке, окошек на балкон, а с балкона на канат. Попробуем, да? Эть. Так. Сюда. Тут я был. Ай, так. Не может он прыгать тут. Тихо. Сюда я и так могу попасть. Чё они мне голову морочат? Там двойка. Двойка идет до подвала. Это надо С включить. Ну вот он от С, но а где его включать тогда? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Контейнер вот тут. Двойка тут. Питания нет.
Тут уже максималка через окошки, но явно не пролезает. Да заебала ты нахуй. Вот, возможно, что-то такое я в потолке пропускаю, пока бегу. Один какой-нибудь люк открыт. Так, лестница какая-то. Я что-то вот не помню, чтобы я на лестницу куда-то забирался. Ну, до каната можно. Подожди. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ну давай, на канат. Чпок. Сюда. И сюда. Что мне это дает? Я как минимум эти срезки открою. Это раз. Здесь я только что заглядывал, да, сюда. Ну, бери. Хорош. И по идее заперто изнутри. Так, давай вот тут тогда повнимательнее. Стой. Контейнер тут, да? Что тогда тут? С той стороны туда можно попасть. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Может, нет, подожди, не, канал. На самый верх прям. Да не, я явно не долечу. Эта лестница, я пришел. И тут тоже заперто. Угу. Ну давай я попробую. На канат. С каната раскачаться и прям туда сигануть. Кстати, ни один ящик не закрыт. Да, инвентарь заполнен. Ай, блин. Так. Какие-нибудь пушки повышвыривать. Выбросить. Короче, то, что нельзя забафать, дело это выбрасывать. На остальное можно наложить уже бафы, и тогда будет ништяк. Вот это вот 58 по сравнению с катаной, да? Я оставлю. По крайней мере, место есть. Все посыпалось. Ну хорошо. Хотя бы я забрал какую-то там модифицированную ножовку. Ну и на кой ляд я тогда приперся вообще? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ой, я он там психанул в прыжке. Так. Надо как-то найти подключение.
Тут у нас идет единица. Ну хорошо, вот она включилась. Отсоединить я только могу кабель. Погоди. А что если его прямо к С подключить? Нормально. Это примерно у нас вот тут же, да? Да? Ну, что-то же там в инструкции писалось, типа то, что ты можешь подключать вроде как впихуемое, не впихуемое. Подходит кабель такой? Так, и у нас теперь вот эта падла хотя бы заткнется, потому что я возьму контейнер с этими долбанными ингибиторами. Вот от сейфа. Будет подсказка. Нет. Ник. Их искать. Коллекция. Серьезно, примерное число π. А когда вот это? Когда эти записки были? Один. Примерное число π. Я помню, что 3/14. А там потом сраная бесконечность идет. Ингибиторы ждут, да? Ну, где-то там. Так, отсюда надо двигать в подвал Чег. Тудоси, сюдоси. Вот здесь вот мы включаем двойку. Чтобы что? Угу. Я себе, короче, еще дискотеку устроил. 2.14. $3.14. Это первые 3 точки. Ну, 3,14. Ну, после запятой там идет 14, потом бла-бла-бла, там столько цифр. Ну, там, по-моему, бесконечное число цифр идет. Это число π. Там, типа, на скорость можно это дело запоминать. Так, вот, ага. Короче, понятно теперь, для чего вот здесь вот вентиляция. Сейчас попробую просто 3/14 ввести. Все.
Запрыгну, не? Ладно. mr.tost. Разве 3 значит забыл? 3,14. Число пи. Угу. Давай. Если это можно. Примерное число пи, это как бы фишка растяжимая. Окей. Так, по идее, тут 1, там 4. Хотя бы эта сволочь заткнулась. mr.toster. Лет точно 3.14. Это же элементарно, Влад. Ладно, здоровье качай. Ну чё, ёбу дал? Чё он заорал, блядь? Блять, еще ночь, сейчас придется 1000 часов этих какого. 1000 раз юзать вот эти вот ингаляторы. Так, на чем я остановился? Там, по-моему, надо что-то, да? Двойка, потом я двойку опустил вниз. Теперь надо единицу вернуть на место. Ту-ту-ту. По идее, а может быть двойку надо вместо единицы долбануть? Ну-ка давай поэкспериментируем. Чай током не ёбнет. Ну, как говорит наш любимый сварщик, глаза. Не работает. Что надо сделать-то там конкретика нужна. Я вот не могу врубиться, что они от меня хотят. Вормен, привет, хорошего стрима. Здорово, Вормен, спасибо. Ну, что ты, где застрял-то? Блять, позапутлялся в своих этих, что ли? 0 метров, ну понятно. Чё, он меня зацепился, потому что за ящики. Отпустить нахуй трос, просто отрезать его, я не знаю. Так. А где единицы брал, я уже не помню. По-моему, на каком-то этаже вот здесь. Единица тянется до С. Интересно, могу ли я двойку подключить к С?
Это единица. Мы ее включаем вот сюда. Там у нас электричества нет, потому что там двойка. Да, блядь, ты заебал. Как мартышка везде виснет. Так, этажом выше. У нас должна быть двойка. И возможно, она у нас подходит к С. Это правильно. Какой народ? Хотя, слушай, что-то заработало там. По-моему, генератор начал раскручиваться, но мне кажется, это не так. Да, ну ротор стоит, идите в жопу. Так. Тогда двойку. Если единицу я уже точно соединил, тогда двойку мы тащим строго вниз. Да вот тебе. Строго вниз. И она нам дает ток. Потому что генератор в воде. Может, он воду откачает? А, все. А что до этого не сработало, нихера? Какие-то мудозвоны. Так вот. Чё, как я? Подожди, у меня тут это... Как эта хрень-то там? Аж... Ингалятор. Чпок. Добавляем времени себе. Так, где-то тут она активируется. Серьезно, на этой маленькой петушке. Диспетчерская. Добрый вечер, я диспетчер, ну. А, вот, поехали. То есть надо было дважды долбануть. Прям как в России, в любом лифте. Без ёб твою мать ничего не открывается. Так, стой, давай-ка на связочку. Откроем. Ну, мало. Какая-нибудь хуерга выскочит еще. Ну вот, я с обратной стороны тут оказался. Вот, я к этим двум дверям подходил, причем с разных сторон. Тут у нас брать-то нечего, да? Все уже украдено до нас. Кассета. Это, наверное, очень важная информация. Конечно, слушать я ее не буду. Так, выпускаем. Минут 20, да, наверное, 30 я здесь бегал, пил. Ебать, у нас что, чума началась? Петух. Нет, это вам лучше уйти. Или что? Я уже весь просто трясусь от страха. Ну, шмотки у нее вообще просто секонд-хенд отдыхает. Какие его дружки? Там, наверное, от этого, от Хидетаки пришел. Все, мудохаем. Гуд. Ваншотик. Мне прям это... Я же говорю, от Хидетаки пришел.
Меня ж пахнуло, блядь. Как он мне переебал. Давай, наверное, перекур, да? Там мне что-то, блин, это... Подустал я тут бегать. А, ну все, они внизу. Я подустал тут бегать, эти кабели. Сейчас подойду. 3 минутки перекур. Перерыв закончился. Перерыв? Так, почему-то они теперь разделились, по-моему. Ну, мне проще. И текать. Всё. Ну там чувак посерьезнее будет какой-то. Да горит. Гори, гори, моя звезда. Как они там меня ваншотнули в прошлый раз, я не понимаю. Это как-то, ну, видимо, нужно было подохнуть, я не знаю. Сейчас они вообще мне ни одного удара не сделали. Так, вещи. Какие-то шмотки мне тут накидывали. Бля, какие галифе. Как у Чапаева. По-моему, да, ботинки какие-то новые.
Куртка-комбинат нам одежды другой больше не прислал. Запускай. Чай не емнет. Дать миротворцам? Ну да, давай. Что дают? Электрические ловушки. Бьют током попавших в них врагов, не давая им пройти дальше. Да. Надо нажать. Чпок. Дальше там будут арбалет давать. Да, пропустить, как они там радуются. Эй, Роу, все включено. Роу, Все включено. слышишь меня? Слышим ли мы тебя? Здесь все сверкает, как блядская елка. Все целы? Блядская Да, елка. парни Как мило. отправились вглубь здания. Скоро все будет под нашим контролем. Топай сюда, пора мышцы размять. Куда сюда? Подожди. Миротворцы вне очереди. Естественно. Так. Ну-ка, урон. Касательство. Подожди, нет. Мы ему сначала впарим то, что есть. Оборудование. Снаряга. Угу. Хотя, блин, ладно. Просто это все сыпется и так с мобов. Пусть не сразу, но все равно. Ладно, не очень-то сильно я потратился. Да, какие очки. Хоть сейчас на этот какой. На сноуборде кататься. Кататься. Ну-ка, у этого что-нибудь есть вкусное? Охуенная, блядь, у нас это техника безопасности. А ты не поверишь вообще? Без очков стоит, топор точит. Вот безбашенная челка вообще. Глазам, говорит, не поверишь. А ладно, я молчу. Бумстик, что это? Стрелковая. Что это за бумстик? Что это такое? Помни, Пизду. мы рады всем гражданам. А, естественно. Очки одень, ёпта. Металлом работаешь. Чтобы стружка в глаз не била, одевай очки, мудила. Вот все. Чтобы жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? Мы все желаем мира. А куда мне вообще идти-то, да? Посмотрим. Ну, давай. Ага. Ну, явно надо отсюда выбираться. Забираться на башню? Ща мы зорким глазом. Пиздец. Он просто с какого-нибудь маленького этого уступа падает, сразу же бах урон, бах урон, бах урон. Птички просто так расходуют. Так, между прочим. Как в носу поковырять. Так, ну по идее я должен зайти к этим гаврикам, которые... Опять начинается. Я по идее должен к этим гаврикам зайти. Которые там ковыряли. Ну, погоня началась. Вот так мы сделаем. Все, погоня закончилась. Уже ждет тебя, Пилигрим. Вот вся погоня. Электричество преобразило это место. Но лифты Сэр, все я еще сэр. не работают. Похоже, они обесточены. Здание было отключено много лет, да? Стоит проверить оборудование. Ты, блядь, не гений случаем? Для этого Да, и нужен гений. отряд в темной зоне. Капитан Они очевидность. ищут электрощитовую в башне поменьше, что соединена с этой. Когда мои люди включат лифты, мы поднимемся и... Сука. А люди не включат лифты, потому что мне это нужно сделать. Свет снова Опять погас. свет вырубили, задолбали.
Командование говорит, Это мне подстанция напоминает игру Dead подключена. Space. Это должно быть здесь. Там, где просто весь Леон, корабль ты главном ходишь и зале весь темно, корабль что у тебя? чинишь. Всю игру. Мы снова в темноте. Вечно что-то Проклятие, случается. живо уходите оттуда. Слышишь, Леон? Сейчас нужно будет идти, зачищать там все, помогать этим людям, запускать электричество, возвращаться обратно. Еще куча диалогов. Потом будем только на лифтах подниматься. Ну или на лифтах. Нужно к ним. Я с тобой. Сука, нужно к ним. Пошли Ну, по блядь, коридорам кто бы А и Б. сомневался. Я пойду по А. Ты Ага. Все, и будь осторожен. Леон, Хорошо. держитесь, мы идем. бегает как девочка. Что, пропустить? Как, мне вместе с ним? Дай пройти. Сюда, Эйден. Это коридор. Она понадобится? Вот, возьми. Надо еще 8 диалогов послушать. Так, давай-ка для начала фонарик. Фонарики наше все. Опа. Так, ну я теперь этажом выше. Сюда мы поднимаемся, вот сюда. Грибочек собрать. Пригодится. Рядом контейнер с ингибиторами. Да точно. Прям вот здесь. Спину мне дышит. Шо мне шухариться? А все пизда меня спалили. Меня спалили. Так. Роу, я в вестибюле. Понял, не жди меня. Эти суки меня отрезали. Их больше 20. Возвращаюсь в главный зал. Ты должен попасть в подвал через машинное отделение. Щитовая внизу. А ты типа делай, что хочешь, короче, да? Просто так, походу, эта дверь не открывается. Ясно. Возможно, это глюк. Давай, подходи по одному. Скорее всего, у меня оружие слабенькое, поэтому я их так легко тут не выношу. Так, они тут прыгают вообще как эти. Вы чё, зомби, что ли? Ну-ка. Вот вам. Сукины дети. Надо было круг вокруг себя нарисовать. Добили. Прям как Думгай намутил. Ну вот нихуя не видно. Похилиться дадут? Блять, у меня потому что этого говна нет. Надо быстрее, как он долго хилится.
Да их тут слишком до хера что-то. Они вам показывают, что туда идти. Короче, прыг-скок, а потом на лампочке можно. Там заныкаться от толпы. Там лечиться будет. Вот так вот. Да что-то хер вас два. Они за мной бегут. Эта каша ни хера не разобрать. Ну и чё, где он там, сзади? Да хуй он. Тут еще надо умудриться на это говно забраться. А полечиться мне не дают, их слишком много. Так, ну, вроде какой-то отхил был. Но это потому, что я время тупо выиграл. Поменьше стало народу. Оружие вот редко бафает. Вот там очень редко. Как-то через раз. Ну ничего, сейчас эту пуху израсходую. Хоть она и фиолетовая, но она какая-то пососненькая. Видай. Все. Теперь можно спокойно дверь открывать. Кто-то еще хрюкает. Походу там кто-то затерялся. С правой стороны. О, не догорел. Сидит, что-то скучает, чувак. Пусто, консервы. Поменяем потом на что-нибудь. Если бы оружие критовало все время, было бы ништяк. Че, фотоаппарат? Что-то кого-то я не обшмонал, мне кажется. Ну-ка. Это берем. Да, и можно, в принципе, вот эти все штуки обнести. О. Да и хорошо. Да. Время отхила, конечно, огромное просто. Вот, теперь эта штука открывается, все нормально. Вот уроды. Ты Леон? Так написано на моем жетоне. Где остальное? Мне блядь сказать, да, я Леон. Их убили. Сраные летуны. Так и заканчивается моя история. Не говори так. Есть еще выжившие? Смотрю, ты оптимист, да? Крис смог вырваться, пошел туда. Думаю, он отключил свет. Верни электричество. Только так можно запустить лифты. Все понятно, Терминал да. в подвале, который соединяет обе башни. Прошу, передать. Конечно. Положить. И письмо отдадим, и лифты ваши запустим. Роу,
Я знаю, что с энергией. Я разберусь. Соединю Нашел кого-то? Только Леона. Возможно, Криса. Что ж, будь. Последняя воля потом. Значит, более важные дела. Кстати, не видно ни хрена. Причем вот я только что подобрал дубинку, которая типа лучше, чем то оружие, то, что есть у меня. Это странно. Сейчас мы на картах подберемся. Крис уже давно превратился. А я там не заметил. Вот если бы оружие все время так критовало, подошел, раз долбанул, и все. Оно сначала огнем, потом травит. Ну и добиваешь типа. Да. Вот как бы и вся любовь. Что, блин, сломалось оружие? Ну-ка, ну-ка. Ладно. Это можно выкинуть. Это. Они типа лишние. Ну, у меня сейчас и палка на исходе тоже. Мед, ромашка, даже тот Криса. Зачем он свет вырубил, интересно? Роу, я на месте. Ну как бы но нахрена? электричества нет. Сука. Проверь предохранители. Ах, мы да, проверим предохранители. По идее, пока я... А нет, слушай, они лупят меня. Стой, надо похилиться. Но они меня догоняют. Он слишком долго это делает. О, я успел. Все, больше никого. Как хотите. Можно бы даже было бы еще аптечечку одну завезить. Похиляем. Часто мыть руки. Вирус может распространяться по воздуху через поверхность. Принимайте... Каждый предохранитель, они сейчас будут появляться заново. Температуры выше 100 градусов по Это типа нормально. Все, я его включил. Напоминаем вам, для безопасности Давай, подходи по одному. пожалуйста, держитесь на расстоянии 2 метров от других. Специально еще долго это делается. Часто мыть руки. Вирус может распространяться по воздуху. Комплексный. Комплексный пропилдон. Только после Все? того, как прогреете ее до температуры Давай, еще похились. по Цельсию, не менее 2 минут. Че? Да, блядь, они не дают нихуя сделать. Идите нахуй. У тебя как бы тупо времени не остается, они бегут постоянно. Третья осталось врубить и хорошо. И это говно. Загрызли.
Твою мать, и все заново, да? Крис? У меня, кстати, оружие другое. Смотрим, может получше будет. Роу, я на месте. Но электричества нет. Сука. Тут и аптечки найду что-то. Предохранители. Расстояние 2 метров от других. Закройте рот и нос. Не забывайте часто мыть руки. Этого током хуярит, нормально. Через поверхность. Это мы делаем. При прямом контакте. Принимайте Когда он успел тока заловить, я не знаю. ее до температуры выше 100 градусов по Цельсия. Чик. Давай. Так, первый готов. Не забывайте часто. Через поверхность или при прямом контакте. Принимайте пищу. Блин, стамину еще отбивает все это дерьмо. Кстати, в принципе, пока его колбасит, этого чела. Ну, что не работает? Не тот. Пока этого чела колбасит от моих бафов, ну, то, что вот у меня оружие критует, можно вполне, ну, другие-то не появятся. Игра будет думать, то, что ты от них бегаешь, всячески уворачиваешься и так далее. Кстати, теперь предохранителей куда меньше надо было включать. Ладно. Роу, по-моему, я все включил. По-моему. Возьми кабель в щитовой и уходи оттуда. Надеюсь, сработает. Подожди, тут еще аптечек, по-моему. Сейчас мы все обчистим. Причем некоторые дверцы не работают. Видимо, не сезон. Так, отсюда что? По-любому у этих уродов что-то есть полезное. Я смотрю, что они тут бегают за мной 4-го левела, какие-то гаврики. Но походу предыдущие как-то предохранители мне более-менее засчитали, плюс-минус. Так, ну и все, да? А нет, еще парочку. Оп. И вот тут. Не, когда один играешь, игра чуть-чуть посложнее становится. Когда вдвоем она вообще просто пролетает все миссии. Мне надо вниз. Да. Да, я не буду прыгать. Он опять получит урон. Подожди. Вверх. Не понимаю, мне наверх или куда? Роу. Леон умер. Блять. Если он умер, где труп? Он убежал? Ну да, в принципе. Он же зомби. Зомби. Потяните кабель через подвал. А, вот этот кабель. То есть мне нужно было сюда подойти, туда точнее отойти, ругнуться словом блять, и потом так, ну я выжил. Но, кстати, охеренно сэкономил метраж этого самого.
По ступенькам бы его не хватило. Хотя... Ну тут аптечек, я смотрю, наваливает. Прям какая-то аптечечная миссия. Многоаптечная. Ну а теперь мне по-любому, да, наверх? Жлик, наверное, работает. Еще один. Подожди. Как же тут не полутаться-то? Можно туда? Прям с разбега в дырочку. О! Зомби? А, ну а чё? Зомби-то у нас того. Слушай, а этими штуками он быстрее лечится. Ну давай, потянули. Опять? И поплыли. Стопудово плыть надо. 74 метра. Неплохо. Так, других ходов явно нет. А как он кабель держит? В очке он его зажал между булок, что ли? Оригинальный молодой человек. Метров. А нет, хоть. Хотя. И все. И хана, и чуть-чуть не хватило. Почему? Ну? Надо искать, где его сэкономить. Вот и все. Каем трос, придется назад возвращаться. Где-то должна быть или срезка, или что-то такое. Ладно, давай еще раз. Ну, ныряй. Ну вот не хватает. Чуть не хватает. Что они делать-то предлагают, я не понимаю. Что-то надо где-то замутить, у меня кабеля не хватает, метра 2 или 3 где-то так. Сейчас я еще туда вот сплаваю. Вот какой-то челик лежит. Нормально. Да, давай поломаем что-то. Ок.
Конечно, под водой лутаться одно удовольствие. Я сейчас задохнусь, кстати. Урод. Так, у меня еще и, блин, эти ингаляторы заканчиваются тоже. Ну, то грибов много. Так. Срезок, я смотрю, никаких, да? Подожди. Давай. Ой, а если прямо? А, вот как раз 3 метра этих. Ну и все. И все, ну и что, ну и все. Короче, главное прямо точно. Ну давай. Вот, а я в другую сторону, я влево отплыву. Теперь тютельку даже с запасом. На 2 метра запас. И все. И ништяка, прикинь, сантиметров 10 не хватает. Все. Все. Карта бита. Получилось. Есть. Тебе вручали медали? Никогда. Я выберу тебе одну. Без картошки. Нужно разбить временный лагерь. Жду тебя на 8-м этаже. Медали с картошки. Юмористы. Жду тебя на 8-м этаже. Там такая высотка, там, по-моему, метров 20. Если не больше. Точнее, какой метров 20? Я имею в виду этажей 20 или 40 даже. Хотя на лифте цифры только до 10. Здрасте. Подожди. Успеем с ним еще набалакаться. Это вряд ли, мне кажется, что-то полезное будет. Да. Мужик гол как сокол. Говорите. Тебе нравится ошиваться в темных зонах? Конечно. В другой раз пойдешь сам. Тащиться сюда была хреновая идея. Хочу тебе подарить кое-что. Что это? Датчик приближения. В ВГМ помечали важное оборудование спецмаркерами. Он тебе пригодится. Когда все антенны заработают, сможешь использовать его для поиска контейнеров. Один Господь знает, что ждет нас на крыше. А у меня разве нет не такого один. уже? С тобой пойдут мои люди. И сам лейтенант Роу. Ты пойдешь? Мне надоело сидеть и слушать, как умирают мои Ясно, люди. они сейчас будут 10 лет разговаривать о том, как нам важно и очень срочно, и очень сложно добраться будет до крыши. Но только за пределами лагеря. Хорошо. Ждите вместе с отрядом, пока не придет Мэтт. Детектор ВГМ. Так, с помощью детектора ВГМ можно обнаружить ингибиторы, спрятанные в ящиках ВГМ и прочих местах. То есть мне помимо того, что баба говорила в ухо регулярно об этих сраных ингибиторах, так еще и прибор пищать начнет. Блять. Чтобы расширить зону покрытия детектора ВГМ, находить больше ингибиторов, активируйте радиовышки. Ну, то есть, короче говоря, активируй эти ветряные мельницы, чтобы там находить новые задания и открывать территории. Активируй какие-то еще вышки, чтобы что-то еще открывать. Активируй радиовышки, чтобы еще находить ВГМ, короче. Вообще, вышки активируйте, ползайте. Тяните кота за яйца. Я понимаю, чем тут можно заниматься 500 часов. Не плачу я. Отвали. Можно к вам?
Нет. Что думаешь об операции? Хуяк, титры пошли. Я думаю, я боюсь, у нас все получится. Я пытаюсь не думать о ней, я боюсь, у нас все получится, будем оптимисты. Сюда дошли, значит дойдем. Конечно. Или умрем. Роу крутой мужик, да. Роу крутой. Еще бы. Ты видел О. его ожоги? Ты видел его Я ожоги, думаю, знаешь ли как ты он его просится историю, горящим но, естественно, железом сейчас нужно спастись. объяснить, насколько Роу крутой мужик. Далеко не многие готовы рисковать так, как он. Чувак в перчатках кожаных играет на гитаре. Совсем дебил. Ладно, пойду посплю. Минутку, господа. Особое угощение на ночь. Ух ты! Крутой мужик принял побухать. Бля, они как последний раз туда За собираются. наших павших товарищей. Да, сейчас надо, естественно, набухаться перед тем, как подняться еще несколько этажей выше. Понимаете? Я выпью, да, только что отстал просто. За павших. Из-за прекрасных... За Родину, за Сталина. Все. Да, лейтенант. Бывалый. Еще бы. Да, и мы... Конечно. Сейчас об этом нужно хорошенько попиздеть. Меня кое-что тревожит, Эйден. А что с ними? Естественно, Они что с ними? кто Ренегаты. Точно. Нету смысла. Кто-то включил свет, кто-то выключил. Тарабарщина какая-то. X13. И я уже слышал об этом месте. Это там, где его пытали в детстве. Что ты слышал? Я знаю, что Вальц тоже его ищет. Не знаешь, где оно? Это должно быть важный объект ВГМ. Засекреченный и спрятанный. Когда покончим с этой мразью... Найдем его ВГМ. Ясно, тебе понятно. Какая прик... Короче, где у нас будет главный антагонист, там будет и его сестра, наверное. Спящая красавица. Ну, короче, дело в том, что Главный здесь. основной смысл сюжета вот этими вот Принес передатчик? диалогами просто закидывают, и ты уже не помнишь нахрен, что ты ищешь какую-то сестру свою, которая самая важная миссия в игре. Тебе уже в принципе нахрен ничего не надо. Бухаешь с какими-то уродами и постоянно о чем-то разговариваешь. Ты разговариваешь о их проблемах, а не ищешь свою сестру. Решаешь их геморрои. Вот, опять понеслось. 3 минуты не прошло после предыдущего диалога с пьянкой. У меня хорошие новости. Есть данные об одном из врачей ВГМ. Кто это? Где он? Сейчас будем еще врача искать. Ваш отряд поднимет. Сначала здесь закончим, потом он расскажет, где врача. Я с ними. Роу. Врач, возможно, знает, где сестра. Нахер план? Я не собираюсь снова терять взвод. Только Ну, вернись опять живым. какой-то Понял? геморрой, короче. Если вам что-то... Естественно, все Всё не хорошо, пойдут. за Пойду я один, Сэр, максимум как 2. вы? Идите. Он зараженный, скорее всего. Эй, парни, хотите прикол? Нет, Вершбовский. Я отдам тебе последнюю пару Шуточки за 300. Ломается лифт. Сейчас вся бригада подохнет. Простите, босс. Ты не в теме. Нужно вот так. Ти-ту. Ладно, парни. 30-м. Так, ребят. Ой, бля. То есть вот это говно, если не скипывать, я бы минуты 3 точно слушал, как они песни поют, лифт. Как это может раскрыть персонажа? Ковальский. Ковальский, доложи обстановку. Херакова сожрали. Уж больно тихо там. А он чё, у нас рыжий, что ли, сам? Похоже, чисто. Вершбовский! Я же сказал. Короче, все взрывалось. Все нахрен уничтожены. Персонаж, как обычно, контужен. Остается один. Что происходит, он не понимает. Поверь, если выживший. Блять. Вот именно. Тихо. Я не успел убежать. Ну, они сами себя выпиливают. Ковальский, докладываю игроком. Да, игра говна.
Блять, он там опять взорвался. Лежбовский. Так, надо удрать подальше, чтобы хотя бы отхилиться. А меня кто-то бьет. Еще у нас другие товарищи идут. Да, блядь, ты заебал. Нихуя не видно. О, и посветлее стало. Ну, ладно, походу, бери. Вишбовский! Ой, блядь. Бейте заражен. Ведь фактически ты постоянно, ну, если ты куда-то забираешься на какую-то высотку, то ты по заданиям вот так вот отбиваешь, ну, лупишь народ вот это. Смешной народец. Я застрял. Я думаю, они вдвоем взорвались. То есть основное количество жизни сейчас у тебя забирает. Чтоб ты бегал, отбивался, не успев покилиться. Так, я забыл опять фонарь включить. Ну да, у нас же еще стамина есть. А что, блядь, так популярно сейчас, я не понимаю, в играх? Все на Хидетаку смотрят, стамину добавляет в игру. Этот пидор болевал постоянно. Гандон. Оставляет четенько. Естественно. Серьезно, сразу атака? Очень не помешала система таргета. Чтоб ты по воздуху не лупил лишний раз. Поймал цель. Все, хуяришь. Так, я думаю, они сгорят. Хотя бы частично. А тут там прям остался. Бейте дружно. Придется всех добивать. Тихо. А где жирный? Вон один бежит. Второй. Вот, блядь, как мне как от них отбиваться, если они просто прыжком ебанутые какие-то расстояния преодолевают? Ну, амина сраная. Постоянно кончается не в тему. Так, ну у меня есть немного времени отхилиться. Давай, следующий. Вот, жирныч. Они там застряли, короче. Ладно, полутаем. Он там, что ли, за текстурами где-то? Кстати, еще тут время бежит. То есть это еще говно тебе на время частенько дается, потому что ты еще, как правило, на такие задания по ночам ходишь. Никак иначе. То есть ты должен контролировать количество жизней, стамину, еще и время. Ну, то есть вот это вот говно, то, что ты там ночью находишься. Проверьте, есть ли выживший.
А где проверять? Смотри. Прям похож он на живого вообще. Это тот, который самый умный, да? Ходил первым смотреть. Бля, нахрен я скажу. Вежбовский. Вежбовский, вы дебил. Так, что там? Какая-то новая цель появилась. Проверьте, если выживший. А, теперь дверь? Нет. Компас только что нарисовался. Где мне их всех искать? Помещение-то закрытое. Ну там еще аптечка будет. Я у них хромаки. Заебись. Я бы поснимал. Так, может быть туда надо? Да, внутрь вот этих вот лесов. Нет. Проверьте, есть ли выживший. У кого? О. Вон что валяется. Проклятие! Джек! Карл! Джек, ты здесь? Как? Ну вот как? Ну просто он видит, чувак лежит без ноги. Поворачивает его и определяет то, что он не вырубился от шока болевого. Он понимает то, что он уже помер. Причем каждый, кто здесь лежит, они все без одной ноги почему-то. А вон, этот без руки. Ладно. На нас напали. Потому что вы кретины. Вот на вас и напали. Не знаю. Не видел его. Эйден, передатчик был у Роу. Найди его. Это наш последний Ну, шанс. естественно. Нет времени на скорбь. Ищи Роу. Естественно, надо на ровном искать. Сделаю, что смогу. Давай, только просто хотя бы покажите, в какую сторону бежать. Идите Роу, добудьте передатчик. И этот говно. Говнюк. Этот говнюк. Нажим покупать не надо. Найдите Роу. Ну, у меня такой один вариант. Просто двери сейчас должны заработать. Нет? О, кстати, птичку пропустил. Звук непонятно откуда идет. Может, он наверху? По-любому эта мразь где-то зашкерилась. Пока пацанов грызли, он ноги куда-то сделал. Да, лифт не пашет. О, подожди. То есть он где-то явно тут. Потому что метка сразу же начала работать в другую сторону. Дверь не работает? Давай еще раз. Игра могла заглючить. Так, ну внутрь лесов явно не забраться. Начинается. Сматик сраный.
Где-то надо этого челика искать. Где-то зашкерился и сидит. По-любому. Ну-ка, вот сюда, в центр, нет? А где ты, ёпта, Уоллес? Стой, вон он лежит, он в центре. В центре этой петушни. Как туда пробраться? О. Надо разбить. Стой. Просто переместить. Ты как здесь оказался, Саид? У меня хоть конечности целые. Вроде ругался матом. Эйден, с последних сил. выжил. Да. Думал, тебе крышка. Хера с два. Ты выкарабкаешься, Роу. Держись. Ну-ну. Передатчик. Мэтт сказал, он у тебя. Да. Его нельзя терять, Эйден. Нельзя. Эйден. Боюсь, я не смогу наградить тебя обещанной медалью из картошки. Что? Я сам сделаю. Хотите лишить меня почести, лейтенант? Заткнись. Вот. Наши жетоны. Моих ребят должны помнить. А я там жетоны Если тоже найдешь с какого-то чела собрал, прямо возле входа был. Забери жетоны. Они это заслужили. Вот. Передатчик. Все уже, отъезжай. Ладно, спасибо. Так, найдите выход. Тут проблемы. Все миротворцы мертвы. Я предупреждала. Если тебя убьют, клянусь, я пойду туда, найду способ тебя воскресить из мертвых, только чтобы самой убить. Давай без этого, ладно? Спускайся уже оттуда. Нет, мне нужно подняться Нет. выше. Потому что я вредный или как? Хорошо, я подожду. Сейчас будем с мощным чуваком каким-нибудь драться. Я прям чувствую жесткий месседж. Блять, не пройти. Потому что нам Влад, что? я застрял. Помоги мне. Нам нужно Скорее. подраться с большим мужиком. Выживайте, пока Лан не найдет Фрэнка. Бля, вот этих уродов бьешь, они тебе бросаются под ноги. И как-то все. Они тебе бросаются под ноги, и получается 2 удара как минимум, у тебя пролетает воздух. Вот. То есть в любом случае он на тебя прыгает, чтобы снести у тебя здоровье. Луан, Ой, я долбанет. нашла Фрэнка. Да ну еще как минимум минут 5 она его искать будет. Сука, я опять ничего не вижу. Не оставляй меня. Не оставляй меня. Флэшбэки? Серьезно, у меня оружия нету. Почему-то эти чуваки начали подсвечиваться. Походу у меня типа выплеск адреналина какого-то. Я типа быстро бегаю. Чё? Куда ты забежал? Какие-то двери открыты. Я отпустила. Я думал, он слишком долго типа в темноте находился. Фрэнк здесь. Точнее, то, что от него осталось.
Эйден, где ты? 30-й этаж. Зараженные. Они взорвались. Блять, парень, я же говорил. А, Фрэнк это алкаш, я вспомнил. Харизматичный такой мужик. Труплан, прости. Там я потерял всех ночных бегунов. Не хочу проходить это снова. Он еще жив. Он там, и ему нужен ты. Гроб ему нужен, вот что. Фрэнк, ты старая спившаяся сука. Почему бы тебе, блядь, наконец не взять себя в руки? Ясно. Будем, наверное, по ходу помощи, да, ждать? Эйден, там должно было остаться наше снаряжение в шахте лифта. Этажом или 2 выше. Угу. Значит, мне дадут сейчас, наверное, кошку или что-то такое. Я так полагаю. Пару этажей выше. Но единственный подъем я вот тут вот как-то вижу. Это как-то высоковато. Так, что еще можно придумать? Так. Кстати, я прокачивал бег по стенам, что-то еще там качал. Вот это вот как-то там, я не знаю, как это работает. Так, отсюда можно забраться? Интересно. Окей. Может, есть банальная лестница наверх? Ну, аптечка никогда не повредит. Так, я по кругу. Вот как-то наверх. Так. Да. Подожди. Вот тут, по-моему, должен быть подъем. Посмотрим. О. Причем, по-моему, раньше этот лифт не был открытым. Видимо, что-то случилось. Панель можно даже не юзать, а там по-любому не работает. Тихо. Я туда прыгнул. Да? Так, я отсюда залез. Куда ты прыгаешь? Да. Странно. Прежде чем туда идти. Да нет, тут явно ничего нет. Ну и чё толку? С одного лифта перешел просто в другой. Стой, подожди. Это что такое? На какое расстояние? Ну это кошка. Сейчас дотянется. Фрэнк, я нашел. Для чего оно? Это крюк с пусковой установкой. Чего? Он поможет забраться наверх. Прицелься туда, где можно зацепиться, и стреляй. Попробуй с его помощью попасть на террасу. Доложи, когда заберешься. Теперь перемещаться будет более разнообразный персонаж. Угу. Крюк. Хорошо. Мы получили крюк-кошку, который позволит вам цепляться за различные предметы и упростит перемещение по городу. Крюк-кошку можно зацепить за любой объект, на котором появляется прицел крюка. А лучшие маршруты обозначены желтым цветом. Чтобы раскачиваться на крюке, поместите его в ячейку быстрого доступа для доп. Снаряжения. Прицельтесь и нажмите. Сейчас меня даже проведут, как мне его снарядить.
Вместо гульденов. Явно мне эти гульдены нахрен не вперлись. Теперь молотов. Да не пользуюсь я особо. А, ну вот так даже. Мина, молотов. Так. Она должна прям желтым отметиться. Я думаю, и так сойдет. Да? Слушай, нет, ни хрена. Чё, как ее теперь отцепить? Как-то с помощью нее нужно раскачаться и прыгнуть вот отсюда. А музыка назальная. А где эта метка желтая должна быть? Нет, явно не то. Подожди. Может быть, в потолок надо? Садануть ее, просто раскачиваясь. Перепрыгнуть. Вот, ну, типа того. Ладно, считай, научился. Резочка. Потом, да, наверное, сюда. Кошка удобнее, чем параплан, я скажу. Параплан, по-моему, это самое убогое, то, что есть пока в этой игре. Хотя основной упор прямо они на это делали. Жилетка и морфин. Так, плом. Кстати, вот в этом плане на геймпаде будет поудобнее играть, конечно. Да, лупит своей кошкой, хрен его знает, но, в принципе, как правило, почти освоился. Лупит он удачи. Он простой, но спасет твою задницу. Куда теперь? Все туда же, Эйден, наверх. Поднимись на 1 уровень. А там перейди в боковое крыло. В боковое крыло? В главном крыле полно зараженных. Вперед! Поднимись на несколько этажей. Так, ну в теории надо бы... пробежаться, по идее, по стене. Вот так вот, типа, это сделать. Даже проще. Слушай, такое ощущение, что он прям только вот где вот эти штуки светят, ну точнее, фонари или просто такие прямо желтые отметины. Он только за них хорошо цепляется. Ну, либо в тех точках, где они расположены. А теперь этот прицел будет всегда со мной, да? О, мясо просто. Все нахрен повзрывались. Я вообще ничего не вижу.
Как на это дело реагировать, я не знаю. Ну, типа, на тебя просто толпа летит, все взрывается, тебе закрывает обзор, и все. Это бред. Я не знаю, может быть, ты должен убегать от них. Я назад побежал. Да ну какая-то херня сейчас порой нарвется. Да давай, что-то лопайся. Все, до свидания. Так, во-первых, надо только смотреть, куда бежишь. Они, по идее, должны бежать тебе за спиной. Вот, типа, эффект погони, там вся херня. Чтобы ты был весь такой на шухере. О, и цепляться надо пушечкой. Рядом контейнер с ингибиторами. Где? Да ну, это Чика гонит. По-любому. Короче, кошка прикольная штука. Так, а я могу тут зачепиться-то? Да вон там, кстати. Все, я понял. Сейчас меткой станет. Дергается все. Подожди. Да нет, походу надо вот тут встать. Сначала на одно здание, а потом обратно перепрыгнуть. Типа того. Ну, я не долетел. Потому что они кошку тебе дали, значит, сейчас ты будешь с этой кошкой, блин, 2 часа прыгать. Пока не научишься. Вот прямо с зубов отскакивала эта кошка. Оп, да, он не долетает. Подожди. Вы, говорит, покидаете район задания. Я покидаю немножко район проживания вообще в этом мире. Стой, а может быть они прям хотят, чтобы я... Это трассы какие-то идут. Допустим, блять. Кошка почему-то не сработала. Рядом контейнер с ингибиторами. Завалит. Так, а стой, обзора, по-моему, нет. Думаю, что все-таки с этой надо. Ну, что ты не достал? А? Он у меня почему-то решил на фонарик переключиться. Я-то думаю, что-то у меня кошка не работает. Рядом контейнер с ингибиторами. Они, главное, короче, меня возродили с фонарем в руках, а я тут прыгаю, кошку достаю. Нормально? Так, по идее, надо бы... Нет, слушай. Значит, давай до этого окна прыгать. А если там какое-то будет продолжение? Но он не долетает. Не знаю. Рядом контейнер с ингибиторами. Так, повнимательнее, что у нас еще есть?
Да и все. Да, единственная зацепка это вон там. Это вот тут еще, кстати. А, ну-ка давай. Ну и чего? Зачем я сюда прыгнул? Он же по стенкам. Да, за эти штуки не цепляется. Допустим. Еще одну дорогу нашел. Кошка штука нормальная, если там много есть где зацепиться. Догонишь. — 15 метров. Да нет его, он или... Подожди, может быть заныкали? Да нет. Она просто гонит это. Регулярно причем. Не придется. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Давай. Ну, куда прыгать-то? Камина не резиновая. Сюда? Что, может он там? Да нет. Ой, где-то рядом. Вверху. Еще выше. Три метра. 5 метров. 5-3 метра. Короче, не голову мне морочит, хрен он знает. А, вот он. Все когда проще. Ну да, ты сюжетные миссии выполняешь так или иначе, ты будешь подбирать лут, ты будешь подбирать ингибиторы, ты будешь подбирать одежду, все, что тебе так необходимо. Так, да, выносливость. С жизнями там мы, конечно, как-то разберемся. Короче, единственная маска. Вот это вот я еще понял. Броня 4. То есть то, что ты нашел почти где-то в середине, в начале игры, тебе до сих пор прокатит. Это странно, тут лут работает. То дают фиолетовый, то до хрена вообще ни о чем. Отлично. Видишь закусочную? Ага, она кажется крошечной. Отлично. Теперь открой свой параплан, прыгай и лети в рыбий глаз. Жду тебя там. Что? Пора положить конец этому безумию, Эйден. У тебя есть параплан. Убирайся оттуда, пока можешь. Фрэнк, мне нужно наверх. Ты обещал помочь. Там погибли более подготовленные люди. Я не хочу вести тебя на смерть. Фрэнк, я иду наверх. С тобой или без тебя? Ты слишком пьян, чтобы понять? Лоан рассказала мне о твоей сестре. Она наверняка уже умерла. Но ты еще жив. И останешься жив, если спустишься вниз. Отъебись, Фрэнк!
разговор окончен. Я наверх. Так, куда мне наверх? Это я. Я не брошу тебя одного. Ты говоришь с мертвецом, Лаан. Я иду к тебе. Жди меня. Ты что? Нет, Луан, не смей. Что-то ни хера не пойму. То ли мне наверх, то ли мне не наверх. Стой, основное задание какое? Какому можно точно зацепиться, попробовать? Доберитесь до вершины телебашни, найди способ вернуться в главное здание. Я что-то не пойму, мне еще выше или куда? Чего они от меня хотят? Один говорит одно, второй говорит другое. Вон туда. Эйден, это Джек. Мы частично восстановили подачу электричества, но лифты пока не работают. Как там у тебя? Я наверху второй башни. И пытаюсь понять, как вернуться в главное здание. Подожди. До падения они перестраивали это крыло. Там должен быть кран. Видишь его? Должно сработать. Спасибо. Типа кран развернет стрелу, и я смогу пробежать по балке и туда в здание. Нет. Я думал, мне возвращаться надо. Вот, говорит, параплан хватается. Короче, у них тут, я смотрю, 7 пятниц на неделе. Все, сейчас стрела повернется. Будем туда сигать. Вот, да. Любезненько можно кошкой захреначить. Я говорю то, что сейчас будут кошку эту дергать постоянно. Раньше такие ящики приходилось взламывать. Доска обычная. Нет, не берем. Ладно. Это музыка тревожная. Я всего лишь туда только забираюсь. Так, отсюда. Ну, давай попробуем вот сюда. Да? Ну, хрен его знает. Может, долечу. Нет, не долечу. Тарзан, короче. По воде не прыгать. Слушай, а кошка далеко стреляет. Так. Не, какая-то херня. Что-то не то. Кстати, вода тут не просто так. Так, ну вот отсюда. Я вот только вот этот путь вижу. Давай попробуем еще раз. Вот, все нормально, он долетает. Чё первый раз не захотел, я не знаю.
Все, сейчас по балкам. Вот сюда, там цепляемся кошкой на решетку. Так криво он залез. Наверное, потому что камера мотыляет. Так, отсюда, да, вот тряпка лежит. Значит, сюда. Оп, забираемся. Опять кошкой на решетке. Что, банально в дверь? Все. У меня же выше, правильно, нас? Можно сократить кое-что. Я бы, наверное, так и так сюда прошел. Нет, это уже ниже получается. Может, мне даже сюда не надо было. Слушай, там здоровье бегает. Хер знает, может, драки придется можно избежать. Так, наверх никак. Ножи пригодятся. Погоди-ка. Все, уже выше, по-моему, никак. Да нет. Так. Ну давай сейчас сначала с этими. Какая-то драка должна быть обязательной. Может быть, и обе. Взорвался там за мной. Ах ты, падла. Надо текать, они тут хлопают все. Как новогодние петарды. Все, за мной никого? Тихо, блин. Зачем? Я хотя бы полечусь. Вот этими. Ну какой сочный. Пирамид Хеда напоминает. Вот все равно он глушит. На каком бы расстоянии он не находился от тебя? Покер вообще. О, тихо, тихо, тихо. О, урона как прилетело ему. Бафы. Ладно, но он не достал. Вот в текстуру уперся. Так, ну все, надо наверх валить.
Ой, давай лечиться. Серьезно, бля? Он даже там тебя сшибает. Это как вообще? Вот сатана, где он? Куда пошел? Он все равно скинется нам. Самое удобное вот этих вот больших валить. Просто потому что, блядь. Просто потому что ты валяешься постоянно. Где бы ты ни находился, все равно ты будешь лежать. Где? Это меня портанули вообще. Припоминаю что-то такое. И с ними со всеми мудохаться. Давай, лопайся. Хорош. Следующий. Оружие позвякивает, как будто оно уже как это. Ну, как будто из металлолома действительно сделано. Посмотрим, что за катана. Катана лучше. Это очевидно. Ну-ка, жердяй. Беги, взрывайся. Нет, пускай лучше тут лопается. Хорош. Следующий. Ну, этот сволочь по-любому надо из принципа уже завалить. Электричеством и огнем. Так вот. О, через текстуры машет. Похер ему. Ну да. Придется лечиться. Что добьем? К сожалению, от ударов не уйти нормально. Он тебя дамажит, он только на таком расстоянии. Да, даже на таком он тебя достает. Эта имба шляется просто. И так я себе такого не позволял даже. Так, капусту. Водка старого мира, трофей. Ну, подожди. Я думал, у него что-то будет прям такое, что поможет мне добраться до этого. Ну, типа ключ какой-то, я не знаю.
короче, вообще ничего полезного. В прошлый раз-то, что я подох. Короче, эти мешочки не повыпадали. Вот. Так, ну если проход, возможно, будет где-то здесь. Ништяк. А может я вообще просто зря тут даже бегаю, и мне вообще в другую сторону. Взлом нормально. Первая отмычка. Красота. Телефонная постоянно группа. А, нет, он работал. Это априори просто пососный объект. Усилитель иммунитета. Перчатки. Есть еще что стянуть-то? Ясно. Мусор железки. Подожди, перчатки. Надо оружие поставить какое-нибудь. Да давай вон эту пилу, наверное, да? Красного урона у нее 75, 53 всего. 36. Вот это 70. Короче, потихоньку обзаводимся более мощным оружием. Ну, потому что ему бы тоже сильнее стали. Я прям сюда конкретно урон огнем, короче, делаю. Я просто смотрю то, что это. Прям они лупят сильно. 4-й левел у них. Вот это. Для разнообразия. Что-то у нас. Ну, в принципе, похер, чем он. Одинаково. Это тоже надо качать. Так, вот он проход. Скорее всего, который... Держишься, Эйден? Держусь, прыгаю, Ну, и карабкаюсь естественно. со всех сил. Оно того стоит, Эйден. Связь — это все. Все, отсюда мы вот сюда раскачиваемся. Сразу лесенку пну. Спускаться, я думаю, придется. Да, сейчас угол. Раскачки надо поменять. Хорош. Ты сраный ублюдок. Если с ней что-то случится, то это из-за тебя. Окей. Да. Это все ты виноват. Если хочешь, можешь идти на самоубийство. Но ее не втягивай. Я ее не просил. Свяжусь с ней и отговорю. Забудь. Она выключила рацию. Кажется, я слишком много ей наговорил и... Черт. К счастью, я предупредил Мэтта, и ее не пустят внутрь. Эй, в любом случае, я уже почти наверху. Даже если она доберется, все уже закончится. Ты где? На крыше здания? Ха, ах ты, мать твою, ублюдок! А я не верил, что у тебя получится. Но черт, получилось. Да погоди, еще я не забрался. Что-то я тоже вот такое ощущение, что у чувака какая-то биполярка. Он говорит ништяк, что ты ублюдок. Кто ты нахрен такой? Что тебе от меня нахрен надо? Речу? Да.
Серьезно? Стаминка-то качается. А надо как по карнизу проползти, да? Ну да, а я прыгал. Куда проще. Да, как раз у меня стамина кончилась. Красиво тут у вас. Кстати, что ты хотел сделать? Радио новой надежды. Сообщение о мире и дружбе. Сплотить людей. Дать им надежду. Да, ну, в молодости я был безнадежным романтиком. Что тут скажешь? Надеюсь, я не просто так ради радио подключения туда ползу. Хотя в этой игре возможно. Так, броня 4. Тут непонятно. Чем они отличаются вот эти вот от этих? Вообще не написано броня какая-то. Все равно стрелковым я ничем не пользуюсь. Фига, меня тут телепает вовсю. Точно туда? Ну, может, просто надо банально дверь дернуть? Ну нет, так нет. Туру-ту-ту-тум, ту-туру-ту-ту-тум. Так. Что он делает? Вау, Джеронимо! Там просто после такой высоты он должен в такую лепешку просто превратиться. Блин, а может быть здесь где-то можно подняться? Ящички открываются сами по себе. Мне туда, что ли? Или мне на эту башню наверх? Я не знаю. Давай попробуем. Нет, вы покидаете район задания. А что-то другое делать. Да, ну тут никак не выбраться. Ну как бы все. Подожди. Дверь? Нет. Дверь? Нет. Что делать-то? Делать-то чего? Ну, они нам прям показывают, что у меня там домик. А, вон куда, ни хрена. Аж за эту штуку цепляться. Я ее даже не заметил. Думал, кормушка какая-то висит. А музяка-то какая воинствующая. Прямо вдохновляет. Вдохновляет забираться выше и выше. Нахер, я лучше поближе к стенке пойду. Давай! Иху. С кошкой забираться повеселее.
Так, а тут куда? Ладно, долетел чуть-чуть. Она. Блин, сейчас так долго бежать. Ну. Это прям все препятствия нужно за один раз пройти. Руки поднял кверху, как будто как крадется на цыпочках. Какие красивые виды у них тут. Так, вот тут как-то надо разогнаться, и получается, когда летишь, загнуть за угол. Но, блядь, нет. Ну что я там приземлился? На какой-то бордюр, что ли? Это странно. Может, скачаться надо просто. В последний момент зацепился. Так, ну давай. Так. Сейчас поменяем угол раскачки. Вот. Нет. Что какая-то хрень вообще? Чего он не забирается? Кроме вот той дощечки, я там больше ничего не вижу, когда болтаюсь на веревке. Он не подтягивается, ничего не делает. Ну вот как тут зацепиться-то, я не понимаю. То есть как-то заворачивая за угол, надо прыгнуть и зацепиться за край вот этой хреновины. Я не понимаю. Показывают анимацию, что ты страдаешь, летишь. Слушай, а добираться-то еще далековато. Причем я такое ощущение, то, что прям по первому этажу пока бегу. Ну то есть по самой нижней платформе, а надо же еще выше забираться.
Смотрим. Ну явно не на этот бордюр. Ну куда? Ну прям вот это вот единственное, куда можно зацепиться. Да бляха. С этим проблем нету. Но вот как в полете, кидая кошку, цепляться за другие объекты. Вот как. Ну это охренеть как странно. Ну ладно. Ну, не то. Блядь, сейчас опять все заново. 2 метра не допрыгнул просто. То есть там прям когда летишь, надо, поворачивая, нажимать на, ну, на пробел. Странная хрень все это дело. Причем он не сразу же еще от этой кошки отцепляется. Да, он отцепился от нее, все нормально. Не вовремя, не туда. До ночи пропрыгал. Интересно, мне подсветку включат, если я когда стемнеет. Но зато зомби не будет. Они тут бегать не смогут. Ну, поздновато он отцепляется. Он кошку почему-то выключил, что ли, я не понимаю. Ну да, он ее переключил. Прям в полете. Ой, блядь. Да пошел ты нахрен. Какой-то, кстати, урод еще сделал бросок кошки на центр колесика мышки. А если у тебя палец соскакивает, то ты просто выключаешь эту кошку.
Так, не, нахрен, я лучше раскачаюсь. Что-то как-то я и так уже низко почему-то прилетел под эту хреновину. Почему-то эта кошка прицепляется как-то на разные уровни, что ли, я не врубаю. Блять, взял, да, он включил коктейль молотов. Вместо кошки он выкинул молотов. А если я оставлю пустые слоты, то они будут просто пустые, и кошка будет как, ну, то есть из 4 кошка будет только выбираться. То есть количество слотов, если убираешь неиспользуемые предметы, количество слотов не уменьшается. mr.тостер. Там у парня своя атмосфера. Ну да, типа того, блять. Да ёпта, он опять взял, переключился на этот ёбаный молотов. Чё хочу, то и делаю. Просто на маленький миллиметр у меня скользит палец, и он, блядь, выкидывает вместо кошки ебучий молотов. Вот опять. Ты, блядь, серьезно, что? Качил огонь хули. Да, теперь не долетел. Там удацкое очень управление. Там сделано под геймпад, потому что, блять. Это прям надо, короче, вот все делать прям на бегу, короче, без остановок. Только назад тебя повело, все. Ну, отцепляйте, блять. Но не долетай. Почему так поздно реагирует? Я вот сейчас, пока он летел вперед, я трижды нажал пробел. На 4-й раз он прыгнул, когда уже полетел назад. Вот одного раза достаточно. Чем четкого нажатия нужно. Короче, я последний раз пробую. Нет, так нахуй. Ну и все. Я как-нибудь потом допрыгаю в другой раз. Я не знаю, может быть сейчас. Короче, я не знаю, через сколько времени у меня это получится, этот идиотизм. Просто... То есть в полете ты должен зацепиться кошкой и за угол здания вот так вот на кошке повернуть и случайно каким-то образом запрыгнуть за бок вот этой вот площадочки узенькой.
А потом еще 2 раза на кошку, и еще уже площадка будет. Короче, я не знаю. Спасибо, короче, на этом все. Да, жесть какая-то. Ладно, будем заканчивать стрим. Спасибо за поддержку. Кто там не подписывался на канал, подпишитесь.